Чей звонок удивит тебя? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Ну и, конечно же, кто досмотрит видео до конца, получит приятный бонус. И смотрим сигнификацию. А кто хочет наличный расклад, телефон под видео. Диагностика негатива также по этому номеру. Итак, мои любимые мальчишки, вы человек такой, знаете, ну даже, наверное, чрезвычайно общительный. Вам, наверное, даже с детства вот многим говорили, что ну у тебя рот не закрывается, да? Язык без костей, да, ну то есть много разных высказываний. Но вы такой общительный, и это здорово, и это классно, и это показатель того, что вы довольно умный и развитый человечек. Люди вообще как-то к вам по жизни тянутся, кто за советом, кому просто интересно пообщаться. Между прочим, многие женщины, вот даже из вашего окружения, вам симпатизируют, потому что вот вы даже интересны как собеседник. И я думаю, вы даже, может быть, замечали, ну, где угодно, там, хоть на работе, хоть где-то в компании, да, ну, то есть у каждого это по-своему будет, как с упоением, да, вот вас слушают. Что мужчины, что женщины. Напишите, у кого это откликается. Но в то же время вот вы можете быть и общительный, точно так вы можете замыкаться, особенно замыкаться, когда вам плохо, когда, ну, к примеру, что-то болит, когда какая-то у вас проблема, вам нужно это все уединиться, обдумать, обмозговать, да. Может быть, даже кому-то потребуется для этого пройтись, просто прогуляться, чтобы, ну, просто хотя бы наедине с самим собой, да, и оставили вас все в покое. Вы человек, который всегда может дать отпор. Вы такой вообще, знаете, помимо того, что вы харизматичный, вы можете быть как деликатным, точно так же и крепкое словцо приложить, да, если особенно кто-то этого заработает, да, это заработает. Вы можете, в принципе, пойти один против всех, да, особенно, может быть, в молодости вы там могли, ну, реально один против 10 человек, там, либо против какой-то толпы, там, да, руками махать. Ну, это, как правило, по молодости, ну, есть у вас такая горячесть какая-то в крови. Ну и давайте, кстати, сделаем маленький опрос, у кого были такие ситуации, что вы, ну, реально там, я не знаю, один против толпы. Были такие ситуации? Может быть, по молодости, да? Если не было, то так и пишите, что не было. Вы человек очень мечтательный. Вы вообще любите, кстати, ночное звездное небо. Кто-то любит любоваться просто, кто-то мечтать, да, может быть, даже загадываете желание, когда звезда падает. Вы можете увлекаться астрологией, да, там звезды, планеты, то есть вас это увлекает, космос. Вы можете любить фильмы про космос, то есть все, что с этим связано. Но в то же время многие из вас почему-то живут еще прошлым. Почему вы живете прошлым? Ну, что и требовалось доказать. Ребятушки, среди вас все-таки есть те, кто не отпустил свою прежнюю женщину. Вот есть. И это при том, при всем, что вы можете, да, вы можете общаться с другими. Кто-то романит, кто-то просто флиртует, да. Но тем не менее вы не отпустили бывшую. В каком плане не отпустили? Кто-то надеется помириться, кто-то еще довольно часто думает о бывшей. Может быть, вы сравниваете других женщин с бывшей. Может быть, вы просматриваете ее соцсети, там, я не знаю, переписки, фотографии, все что угодно. Это называется, вы ее не отпустили. Потому у вас могут у кого-то вот однозначно проиграться вот такие вот качели с другими женщинами. Вроде бы и знакомитесь, вроде бы, да, и кто-то вступает в отношения, но это такое все не то, все какое-то шатковалка, да, как будто это на автомате, как будто это, ну, просто чтобы в одиночестве не быть. Такое тоже может проиграться. Вот напишите, ребят, кто из вас еще не отпустил бывшую.
Это при том, при всем, что вы можете, да, вы можете веселиться, вы можете там забавляться как угодно, развлекаться, да, но периодически вас может накрывать. Вот накрывает воспоминания, ностальгия, да. И опять же парадокс, при том, при всем. Вот смотрите, с одной стороны вы грустите, вы страдаете, да, но при том, при всем еще есть надежда, а вдруг еще встретится другая женщина, да, то есть парадокс такой. С одной стороны вы думаете о прошлом, но в то же время вы хотите чего-то нового. Я уже, ну, наверное, в 101 раз сейчас скажу, да, если кто не слышал, мои такие вот высказывания по этому поводу. Пока у мужчины занято сердце одной женщиной, он не сможет полюбить другую. Это не я придумала, это вам скажет любой психолог. Поскольку я тоже психолог, если кто не знает, да, вот новенькие, кто меня смотрит, кто первый раз у меня может быть на канале, ну такова ваша психология. Ваша психология, ребят, вот такая. Пока, ну хоть немножечко она живет у вас, бывшая, в сердце, в голове, в душе, да, но вы не сможете полюбить другую женщину. Да, можно спать, да, можно встречаться, но это не любовь. И вы это прекрасно понимаете. Поэтому, если вы хотите к новым берегам, это нужно прекращать думать, просматривать там все, что связано с бывшей. Иначе вы будете себя подсаживать на нее. Вы ее не будете забывать, вы будете влюбляться еще больше. Такова ваша психология. Далее, давайте еще быстренько, что мне о вас скажут. Ну, вы верите в судьбу, конечно же. И вообще вы такой фартовый. Ой, в детстве вы такие, наверное, я думаю, драчуны многие были. Просто порванные колготки, я думаю, были у многих. Ну, такой есть в вашем характере, помимо такого драйва, азарта, особенно по молодости это могло быть, задор, да, могли заниматься какими-то единоборствами, там, где были соревнования. У вас есть дух победителя, вы очень любите по жизни побеждать. Поэтому кто-то через спорт это реализовал, да, кто-то, может быть, через какие-то свои рабочие, финансовые достижения, да. Вот вы любите быть на высоте, вы любите, когда вам есть чем гордиться. И, в принципе, во многим есть чем гордиться. От этого не отнять. Вы любите держать ситуацию всегда под контролем. Ну, вы, в принципе, в общем-то, да, смотрите, опять-таки, вот такой парадокс получается. С одной стороны, вы верите в судьбу, с другой стороны, вы считаете, что вот я сам хозяин своей судьбы. Так вот, кто так считает, ребят, вы сядьте на досуге, подумайте, определитесь все-таки. Вы верите действительно в судьбу, либо же вы считаете себя хозяином этой судьбы, да? Потому что это очень такой, ну, спорный вопрос. Вот судьба – это реально такой спорный вопрос. Потому что, ну, смотрите, я даже как-то сама задумывалась по этому поводу. Вот если считать, что мы хозяева своей судьбы. Вот, к примеру, да, вот банальный такой пример. Вот вы считаете, что вам нужно вот пойти вот этой дорогой, направо пойти, да, чтобы там куда-то дойти. А может быть, вас это свыше, может быть, это судьба вас ведет, да, что вы должны пойти по этой дороге. А нам кажется, что мы сами это выбрали, правда? И так в любой ситуации. Здесь, наверное, ну никто 100% не знает. Кто-то верит в судьбу, кто-то не верит, да, но споров очень много по этому поводу, мы не знаем, можем только догадываться. Итак, давайте-ка смотреть, чей же звонок вас удивит все-таки. Ой, господи, господи. Привет из прошлого, ребят. Ну, я думаю, вы уже, наверное, догадались. Это женщина из прошлого, женщина, которая сделала вам больно, с которой, возможно, у вас есть еще и лялечка, да? Ну, лялечка может быть и большая, и маленькая, неважно, у каждого своя. Это женщина, которая была когда-то для вас безумно любима. Это женщина, на которую вы
ставили все ставки, да, вот жить долго и счастливо, как в сказках, да, и прожить до глубокой-глубокой старости, и умереть в один день, да, как в книжках это пишут. Это женщина, которую вы искренне любили всем сердцем, всей душой. Вы даже не изменяли этой женщине. У вас соблазны были, есть и будут всегда. Но этой женщине вы не изменяли, вы даже не хотели изменять, потому что любили. Понимаете? Вы настолько сильны в своей любви, когда вы любите. Для вас реально, ну, какая бы суперкрасавица ни была, какая бы красотка вас не соблазняла, ну, вряд ли вы пойдете изменять, если вы действительно любите женщину. Напишите, ребят, вот права я или нет. Будете вы изменять, если вы действительно любите женщину? Я думаю, вряд ли. Потому вам и было так больно, когда вот вы с ней расходились. Эта женщина как будто кардинально поменялась. Вот она, когда жила с вами, и если брать вот какая она была в начале отношений и какая она стала вот когда вы расходились, это две совершенно разные женщины, правда? Если поначалу, да, вы думали, что это все взаимно, все классно, вроде бы такая белая, пушистая, взаимная, но, кстати, еще вначале вы видели, но не хотели обращать внимание на некоторые ее черты. Это может быть высокомерие, это может быть, ну, такое не очень хорошее отношение к другим людям, да. Она могла быть милая, такая белая, пушистая, но это опять же было по какой-то выгоде. Вы прекрасно видели ее любовь к деньгам, может быть, к подаркам, к каким-то побрякушкам, к комфорту. Но вы настолько были ослеплены этой любовью, что ну, вообще не замечали особо. Вернее, вы замечали, но это все мимо ушей, это так проходило. И то, что вам говорили, может быть, друзья-приятели, да, вот, может быть, мама кому-то говорила, там, родственники, что вот посмотри, какая, она и такая, и сякая, да. Вы могли за нее даже ругаться с друзьями, с родственниками, кто против нее говорил. То есть вы, ну реально, ну как верный пес, простите за такое сравнение, вы на дыбы просто становились в защиту этой женщины. А она отплатила вам. Вот она уже отплатила, так отплатила. В общем, мы не будем больше особо это рассматривать. То, что здесь закончено и закончена история, очень серьезно, очень некрасиво и очень больно, это факт. Почему же она будет вам звонить? Что же такое? Причем, ребят, смотрите, здесь может даже проиграться, что она проявится. Не обязательно это звонок, это может быть СМС, да? Здесь может быть у кого-то даже вроде бы такая случайная, но на самом деле не случайная встреча. Если вы, к примеру, в одном городе живете, это будет подстроено. Здесь даже появление будет той, с которой вы уже даже думали, не будете никогда общаться. Вы могли уже длительный период не общаться. Кстати, уже когда-то вы мне даже не единожды писали, что ну реально бывшая появлялась, да, спустя длительное время. Так вот, это будет подобная ситуация. Здесь будет такое легкое прощупывание, как вы поживаете, да, как вы к ней относитесь, отболела ли у вас. Ну, то есть это, знаете, вот такие щупальца она своим пытается пропустить в вашу жизнь. Зачем? Потому что одиноко, потому что плохо, потому что завралась по жизни. Вот завралась до такой степени, мне показывает, что она осталась вот как будто вообще одна. Ни друзей, ни приятелей, могут быть проблемы с близкими, там даже с родителями, если они живы еще. Здесь могут быть конфликты с родителями. То есть она как будто стала вообще другим человеком. Вот такой, какой она была в начале, вот вы, ну реально ее, наверное, уже не узнаете. Правда, ребят? Вот напишите, у кого это проигрывается. Поэтому ей
одинока, ей плохо, она осталась без мужчин, это само собой разумеется. А поскольку она знает, как вы к ней относились, она попытается вот как-то на кривой козе к вам подкатить, чтобы прощупать. Многие из вас, конечно же, не захотят с ней общаться, потому что очень сильна обида, очень сильно разочарование, да и вообще тот осадочек, который она вам сделала, да. Причем здесь может быть ситуация, что даже те из вас, кто вроде бы ностальгировали и скучали за ней, вот вы спустя какое-то время, да, вот когда она появится, ну, то есть, может быть, там через несколько лет, да, вот вы с ней не общались, там кто-то месяцы, вот она появится, вы на нее взглянете другими глазами. Это будет очень хороший такой показатель, когда ваши глаза реально откроются от удивления, когда вы увидите ее, пообщаетесь, да, когда это будет такая вот встряска, вот знаете, даже эта встрясочка, вот встреча либо общение с бывшей, вам точно нужна. Особенно те, кто все еще ее не могут отпустить. Вы на нее взглянете под другим ракурсом. Вы ее, особенно те, кто увидят, вот воочию, кто увидит, да, может быть, вы все-таки встретитесь, опять же, у кого как проиграется, это общий расклад. Вы будете полны разочарования. Вот эта ситуация, эта встреча, даже если она проявится, она вас подтолкнет. Она подтолкнет в новую жизнь. Потому что вы разочаруетесь, и постепенно вы ее все-таки отпустите. Это даже супер такая будет встреча, которая реально перевернет вашу жизнь. Кто-то, может быть, даже подумает, как я мог жить с этим человеком, как я мог любить этого человека, потому что вы увидите, что она изменилась не только внешне, но она внутренне еще хуже стала. У кого-то может быть, я не знаю, спившийся вид, у кого-то может быть не очень опрятный вид из ваших вот бывших, я имею в виду, да, хотя раньше она могла быть супер чистюля и красотка. Может быть, я не знаю, там кто-то из них там с лохматой грязной головой, но опять же, у кого как проиграется. Поэтому вы взглянете, я думаю, даже кто-то из вас перекрестится и скажет: спасибо Богу, что отвел меня от такой женщины. Как я мог, да, так ошибаться? Как я мог хотеть еще что-то с ней вернуть? То есть вот этот звонок, вот эта встреча, которая у вас будет, это будет крутой переворот вашего сознания, сознания этой всей ситуации, что да нафига она нужна. И даже те ребята, кстати, те, кто не ностальгирует, да, поскольку у нас общий расклад, у кого бывшая проявится, вот здесь будет более сильный жесткач, потому что вы ее на пушечный выстрел не хотите подпускать и не подпустите. Да, может немножко ёкнуть, может немножко, так знаете, кольнуть сердечко просто от какой-то боли, от напоминания об ушедших годах, о проблемах, которые вы с ней переживали. Может быть, у кого-то даже ярость вспыхнет, да, может кто-то даже бросить трубку, кто-то заблокировать может, если она появится, да. То есть, опять же, эта ситуация ее появления, ну, будет, ну, такой трансформацией, это будет, ну, такое самопознание и осознание того, что все, здесь назад дороги нет. И даже те, кто еще так сомневались немножечко, да, либо же ностальгировали, вот здесь вы точно поймете, что да нет, я не хочу быть такой. Она недостойна даже моего мизинца. Поэтому, ребятушки, этот звонок многих из вас удивит, это появление, там, либо СМС ее, да, но в то же время это откроется очень такой большой позитивный путь в вашей жизни. Вот ее появление – это крутой переворот в вашей жизни, но уже в новую жизнь без нее. Ну и, конечно же, кто досмотрел видео до конца, давайте-ка посмотрим, что же вам советует Таро.
смотрите, те, кто из вас сейчас вот, ну, как слепые котята, да, вот двигаются, особенно в личной жизни, не получается, не могу новую женщину встретить, да, вот, либо же распадаются быстро отношения. У вас идет новая любовь, мои дорогие. Причем это любовь взаимная, любовь обоюдная, очень чувственная. И над этими отношениями вы будете оба работать. Не просто игра в одни ворота, а вы оба будете работать, потому что очень будете беречь то, что будет зарождаться между вами. Вот как эти росточки, да, вы будете оба с вашей новой женщиной, ну, как бы поливать, да, вот свои отношения, свой цветочек вы будете поливать и взращивать. Чего я вам всеми желаю. Новая любовь – это супер, это классно. И, конечно же, это те самые крылья любви. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!